Потому что мы сейчас заядлые просто тиктокеры, шортеры. Ну и все. Наконец-то я иду снимать свои швы. Вы не переживайте, швы будут бесплатно. Иду в праймарк. В праймарке что хочешь. Хотя пофиг. Я решила взять вот такую пахнучку. Мне вросли в кожу. Наконец-то, ребят, наконец-то мы сделали приглашение для родителей. Выглядит это вот так. Но помимо приглашения все-таки нужно еще подать на визу, что оказалось самое сложное. Ребята, всем привет! Мы опять с посылкой и опять открыто. Потому что мы сейчас заядлые просто тиктокеры, шортеры. Ну и все. В принципе, мы снимаем пока только в шорты и в тиктоке. Недавно кто-то меня спросил, кто-то из знакомых, спросил, почему мы не снимаем в Инстаграм эти, не шорты, а рилсы. Ну, блин, если честно, мне вот как-то, я уже говорила, не лежит душа, но неважно. Зато мы, из-за того, что мы снимаем сейчас короткие видео, нам вообще очень нравится. Мы уже сделали распаковку, поэтому вы, скорее всего, уже, наверное, к этому времени посмотрели это видео. Короче, ну не суть. Ой, все падает. Хочу вам показать, что мы заказали. Ребзя, посмотрите, сколько. Офигеть. Еще и вот такие сникерсы. Ладно, покажу вам. Переверну, потому что я сейчас снимаю на фронталку. Саша будет ругаться. Я не буду монтировать. Я не буду все переворачивать. Короче, еще вот столько вот всего. Сейчас вам покажу, переверну камеру. Это все для того, чтобы я могла спокойно жить без сахара. Так как я уже месяц, уже может даже больше месяца, живу без сахара. Ну, я на 8 марта все-таки ела сахар. И даже на 9. Но потом уже больше не ела. Вот, и поэтому я, захотела такие, знаете, конфеты, где есть zero цукру. Покажу вам. Мы заказали, если мы что-то заказываем, то мы заказываем это в огромных количествах. Количество бесплатной доставки. Потому что, вот, Саша сказала, количество бесплатной доставки. Ну и плюс нам нравится заказывать много. Это вот такая добрая калория, но это, видите, в стиле сникерса. Там есть шоколад. Здесь даже орехи. И написано 0 додатков цукру. Ну это классно. Знаете, вот я очень люблю сладкое. Мне прям хочется, чтобы сладкое было. А это еще и конфетки. Короче, я заказала... Ну, я вообще Саша заказала, но я дала идею. Сашка заказала вот таких 5 штучек. Вот таких. Это типа как сникерсы. Потом доброкалории, мини-батоники. Вот этот один из самых вкуснейших вкусов. Но он твердоват, но есть можно. Потом вот такие батоники добрые калории. Видите, 70 килокалорий на один батоник. То есть там такой маленький батоник, это даже не батоник, а конфета больше. Вот видите, там манго, типа всякие классные сухофрукты. Вот, они дают такую сладость. А вот это один из моих самых любимых. Из нектарового, сырник ваниловый. 76 килокалорий на один батоник. Вообще супер. Потом вот такую мини-батоники. Вот это тоже очень вкусный, 73. Просто я уже показывала, что я покупала в Лидле. Мне очень понравилось, поэтому мы решили побольше купить. Ну и Саша купил, заказал 0 додатку цукру, тоже от доброй калории. Тут 15 штук. И вот такие виды. Тоже такой я еще не ела. А в принципе все виды я уже попробовала. И перник. Перник еще не пробовала. Ну, вот так. Тут 15 штук. Вот. И нам в подарок дали очень-очень много меда. И, честно говоря, первый раз вижу. Я подумала, Ллойд, это, чай есть. Вот эта фирма. Я подумала, что это какой-то чай. Потом увидела, что написано Honey. Я так понимаю, что это порционный мед. И нам дали их очень много. Мы такие думаем, как-то странно, вот слишком много подарков. А потом смотрим. Дата важности 03.24. Спасибо, пожалуйста. Ну ладно, я думаю, что станет с медом? Ну что станет? Я вообще, кстати, не люблю мед, но мы в заправку какой-то салат вечером едим. В заправку добавляем мед. Вот как раз сейчас будет удобно порционно. Вот и настало то время, когда наконец-то я иду снимать свои швы. Я проходила 2 недели. Впечатления такие, знаете, я в принципе рассказывала, что мне было очень неприятно после того, как мне удалили родинки. Да и вообще сам хирург. Я, в принципе, понимаю, он был очень такой резкий, такие движения у него были. В принципе, это и понятно.
Потому что я сама работаю в стоматологии и понимаю, что обычно все делается на скорость. Ну, не то, что на скорость, все делается качественно, но мы же не лежим со стороны пациента, и мы не понимаем, где там может немножко где-то быть неприятно. Ты и так всегда очень стараешься быть деликатным. И я, когда держу сак, и, понятное дело, врач, но, знаете, у врача такие инструменты, что деликатности очень сложно добиться. Я думаю, что с родинками было примерно то же самое. Думаю, что эта процедура тоже будет не очень приятная. Швы, короче, вытягивать. Потому что видно, как-то все заросло. Да. Прям ужасно. Поэтому я пойду себя радовать в торговый центр. Там недалеко торговый центр. У меня есть пару планов, что я хочу купить. И обязательно нужно их сделать перед работой. Мне сегодня на вторую смену. Поэтому я быстренько сгоняю то, что мне нужно купить. Обязательно вам покажу. Ну и расскажу свои впечатления, как мне удалят эти дурацкие швы. А еще знаете, что добавили? Самое смешное, когда я удаляла родинки, заплатила ту сумму, о которой мы уже говорили в одном из роликов. 1200 или 1300, уже не помню. И мне на регистрации сказали: вы не переживайте, швы будут бесплатно. Я думаю, ну слава богу, хоть что-то бесплатно будет. Удаление швов. Спасибо. Блин, я тупица. Я забыла паспорт и довод особистый свой. Даже не знаю, пустят меня, не пустят. Раньше я все время показывала. Но, блин, я надеюсь, у них же есть в базе, типа, что я уже была, удаляла, и мне только нужно, короче, швы вытянуть. И все. Позвонила Саше, говорю, скинь мне хотя бы фотку моего довода особистого. Короче, пойдем попробуем. Все, ребята, это капец. Выйду, сейчас расскажу. Пока, блин, воды выпью. Это жесть. Иду в Primark, хочу там купить для дома такие, знаете, вонючки, пахнучки ванны. А то у меня закончилось уже давно, кстати. А в Primark видела, что классные есть. Зайду, куплю. В Primark что-то хорошее. Реально, вот я иду, босоножки какие-то тухлые. Не знаю, решила походить, посмотреть носков столько вообще. Сумка, конечно, красивая. Но качество просто ужас. Не знаю, вот это... Ну так издалека красиво. Но качество ужас. Какой вот это. Ну так-то... Вот этот популярный бант этот девушки носят. Красиво, кстати. Тут, ой, черт ногу сломит. Столько всего, ребята. Кстати, есть хорошее качество. Более-менее неплохое за свои деньги. Но есть и не очень. Такая косметичка классная. 30 злотых. Ну, тут две. Мне еще нравятся вот такие двухэтажные. Классно. А вот пижама прямо супер. Посмотрите, какая. И сколько стоит. Кстати, насчет пижам можно подумать. Я хотела что-нибудь тоже такой комплект, чтобы там красиво ходить в пижамке. Мне тоже такое нравится. Спасибо это Ютубу, ТикТоку, Инстаграм. Потому что все девушки в Инстаграме ходят красивые в пижамах дома. И, конечно же, мне захотелось тоже, кстати, 75 злотых за пижаму. Ну, кстати, неплохого качества. Блин, еще бы знать, из чего сделано. Хотя пофиг. Еще она сделана. Так приятно сделано, да и супер. И такая расцветка. И такая розовая. И так. Тоже приятная. О, ну мне вот это вообще нравится, шортиками. Вот это больше всех понравилось. Вообще такая мягче, чем... Ой, и вот здесь классно. Короче, мне шортиками нравится больше. Знаете, так летом ходить. 2XS. Сейчас узнаем, сколько стоит. На 10 злотых меньше, чем со штанами. И есть даже косметику. Ну, как-то не знаю. Не стала бы я брать. А сколько масок, класс. Масок прям вообще. Куча разных. И вот органайзеров. Сколько? 43 злотых. Посмотрите, какого много помад. Или вот такая. Вот, кстати, мне бы скоро понадобится новый органайзер. У меня столько косметики что-то появилось новое. Что мне, в принципе, нужно что-то придумать. Еще вот такие нравятся 60 злотых. И, пожалуй, мой любимый отдел. Посуда. Primark, ну это очень красивая посуда. Вообще, ребята.
Какая красивая, класс. Вообще люблю отдел с посудой. Ее, правда, некуда ставить. Когда у меня будет больше шкафчиков, поверьте мне, они будут опять все захламлены всякой посудой. Ну разве это не прелесть? Блин, офигенно, просто офигенно. Решила взять вот такую пахнучку. Я не почувствовала запах. Да мне понравилось. Просто еще объем такой хороший, 30 злотых. Удобно, что есть везде, кажется, самообслуживание. Ну и держу курс в Зару, потому что хочу там купить духи. Я уже в одном из влогов показывала. Такие похожие на закос под Saint Laurent. Хочу взять их. Думаю, пока одну возьму бутылочку, попшикаю, посмотрю, как они стойкость, нестойкость, что им нравится. А если все будет хорошо, потом куплю чуть-чуть другие. Ну, не такие же самые, зачем мне покупать одни и те же. Ну и вот они. Их я буду брать. Просто. Гулять по магазину, это, конечно, класс. Времени занимает тьма. Я еще в ХБ зашла, посмотрела. Хотела там посмотреть, продается ли там Кика Милона. Я хотела себе блеск для... Красиво что-то мне захотелось. Блеск для губ именно от Кика Милона, потому что очень хорошие отзывы у девчонок. Я хотела тоже попробовать. Потому что я сейчас потела на вот этот тинт-ойл от Rare Beauty. Господи, как это потрясающе. Каждый день, даже вот видите, это тинт для губ. Каждый день крашусь. И не могу, мне так нравится. Он оставляет вот такой просто другой цвет губ. Но это вот просто тинт, просто затинтованные губки. И так красиво, мне так это нравится. И вот я захотела еще плюс блеск попробовать. Но его не было. Хотя в интернет-магазине в ХБ есть Кика Милана, но в таком стационарном магазине не было. Ладно, сейчас иду покупать инку. Подсела на инку. На все подсела, ребят. Хочу купить, а только тут он продается. Как раз я тут недалеко. Тут, думаю, загляну в Ашан, быстренько куплю инку и домой, потому что мне же на работу еще, ребята. Моя любимая приправа. Мне кажется, я скоро на ней разорюсь. Я ее постоянно покупаю, везде добавляю. Она такая вкусная. Я, честно говоря, даже не понимаю, добавлять ли какой-то вкус в блюдо. Но я разорюсь на ней, вот реально. Я ее постоянно покупаю. 3 злотых, блин. Но как мне кажется, что она офигенный вкус добавляет в блюдо. А фиг его знает. Потому что тут так кажется, но она очень вкусная. Блин, в этом Ашане еще попробую найти кофе. Нашла кофе, но она вот так заставлена. Файне элегантско, как говорится. Как вот добраться, блин. И вот он стенд. Я хочу попробовать еще карамельную. Смотрите, какая красивучая. Обязательно ее беру. И беру вот эту обычную. Классическую, может, побольше взять. Смотрите, она вообще-то недорогая. Может, удобнее будет в такой банке. Не знаю. Даже не знаю. Ладно, возьму обычную. Просто у нас еще чуть-чуть есть. Просто она удобнее. Как бы она такая узенькая упаковка. И места мало, ее удобнее ставить. Ладно, возьму такую упаковочку. Видите, она вообще недорогая. Но я подсела, уже второй раз ее беру. Покупаем, мы с Сашей ее пьем. Просто не кружками, ведрами, я бы уже сказала, а не кружками. Собственно говоря, я уже возвращаюсь домой. Хотела найти пару слов, буквально рассказать, как мне снимали швы. Это было капец больно. Потому что вот эти швы, знаете, там усики торчали от швов. И они, короче, мне вросли в кожу. Все, на всех 4 родинках. Все вот эти швы, сколько там было, знаешь, 20. Ну, потому что на одной ране по несколько швов делают. И так больно было, ребята. Но хорошо, что это было быстро. Это я не знаю, сколько. Ну, заняло, не знаю, мне кажется, минуты 3. Быстро. Но было неприятно. Просто когда мне удаляли швы зубов, когда я зубы удаляла, там вообще ничего не чувствуется. А тут прям было пострадать. Еще он мне такой говорит, ну, что у меня очень много родинок, и, скорее всего, я буду ходить к нему часто. Я думаю, за такие деньги я больше не ногой. Нафиг надо. Нет, просто можно же бесплатно. Буду бесплатно делать. Всем привет! Мы с очень хорошей новостью. Наконец-то, ребят, наконец-то мы, благодаря помощи нашего друга Виталика, сделали приглашение для родителей. И это еще полдела, оказывается. Это не пол, это меньше. Меньше половины. Тоже
были свои трудности, но мы обязательно о всем расскажем чуть позже. А сейчас Ну, у идем нас уже надо идти на почту выходить на по-быстрому. почту. Потом расскажем детали. Ну и вот у нас приглашение от воеводы. Выглядят Сейчас вот покажу. так. Выглядит это вот так. Мы закрыли просто данные, которые Ну, не данные, важно. которые важные для нас, но Ну, для не вас не важные важные, для да. Ну, Вот. вот печати Мгм. мы запросили на 2 месяца. Наверное, надо было... Ну, мы Ну, первый раз, мы не знали, На поэтому... каждый месяц пребывания каждого человека нужна сумма на счету. А, ну Как ясно. бы Мгм. не хотелось напрягать И так мы уже человека, напрягли да. человека. Ну, может, надо было Мгм. там где-то докидывать или еще Мгм. искать. Ну, короче, мы сделали вот так, и для... Возможно, будет сложнее потом получить визу из-за этого. Но если бы мы делали под себя, мы бы делали Мгм. на год, понятно. А так, Мгм. на 2 месяца. Но все равно Сложно. классно, как раз получилось очень классно, потому что, дай бог, мы все успеем. Вроде бы письмо с документами идет там. Мы хотим срочно отправить, поэтому я думаю, оно идет там дня 4 рабочих. И сразу родители уже там, в Беларуси, начнут что-то предпринимать, Ну, мы чтобы начнем. сделать. Ну, мы будем помогать, конечно. Записаться на Записаться на очень подачу, это сложно. вообще очень сложно оказалось. Но Сашка сказал, Самостоятельно будет уже помогать. невозможно, поэтому будем искать. Я так собой любуюсь, не могу, я сделала, выпрямила вчера волосы, и мне капец так нравится. Я уже года 4 выпрямляю волосы, и вот сейчас смотрю, Ребзя, только на себя, только на свои волосы. Так что мы отправляемся на почту, вы отправляйтесь с нами. Отправлять письмо. Помните, в Заре покупала вот эти духи? Мне даже недавно сказали: Оля, это что, Либра? Либра вот от Ив Сен Лоран. Я такая говорю, что я вообще не понимаю, что это такое. Мне говорят, ну Либра, Ив Сен Лоран. Я говорю, да нет, у меня отповедник Зара. Ребята, на мне раскрывается этот аромат очень потрясающий, мне так нравится. Я, короче, уже, смотрите, сколько подиспользовала. Каждый день пщикаюсь. Мне, просто мой аромат точно, мне понравилось. Это, возможно, моя не последняя бутылка. А может и последняя. Я просто люблю пробовать всегда что-то новенькое. Пока Сашка собирается, покажу вам, что вот у меня уже на дне закончилась банка вот от Hermes. Это я еще покупала. В Беларуси жили. Сашка покупал, это тестеры, но она была полная, просто без коробки. Без коробки оригинальной. Вот. Ну, тут даже ее не распшикивали. То есть она была полностью духи были до конца. Но не было просто вот оригинальной коробки. Но, если честно, мне было так пофиг на эту коробку, же это коробка. Но тоже духи мне понравились, тоже уже практически подиспользовала. Пахнут очень вкусно. Ну, знаете, тут осталось настолько немножко, что я просто уже, не знаю, берегу, может, на какой-нибудь особый случай. Ну все, мы пришли. У нас 2 ручки, 2 больших конверта. Злотый 80 за 2 конверта. Пишем. Сейчас в Росмане наша любимая вот эта паста ореховая, арахисовая паста. И она без добавления сахара. Но она не арахисовая, она ореховая, да. То вот это, Саша сказала, с лесным орехом, а вот это кешью, это я сама переведу. Вот с кешью мы один раз покупали. Ну, вот за такую цену мы не покупаем, вот за такую. Вот это вкусная была, очень. Мы ее съели меньше, чем за неделю. Она, просто нет слов. И нет сахара в ней. Сейчас хотим попробовать вот эту. Да, Сашка, вот это берем. А ты хочешь вот это? Ну, интересно, второй. Ну, мне второй Я интересно сомневаюсь, пробовать. что ну, наверное, Так, с лесными орехами, это вкусно. Ребзя, берем. Но за такую цену не берите. Дорого. Мы настолько счастливы. Короче, Сашка обнаружил скидку от 20 злотых. В Росмане 10 злотых 10 злотых скидка. при покупке 20 и дали 3 купона. Прикиньте. То есть 30 злотых мы сэкономили. Вот. То есть Не мы вот за напрягает. эти пасты дали не дороже 15 злотых. Хотя они стоят на Вот скидке за 25. это, наверное, 17, за Мгм. это 13. Офигеть. Ну еще я купила свои вот эти нитки флосс. Вот они специально, это когда брекеты. Они стоят тоже 25 на скидке. Меня так бесит. И, короче, мы тоже применили купон. И все. Ну, купоны эти, конкретно у меня, они были до конца марта, поэтому
Не знаю, если видео... Никому это уже выйдет, да. полезно не будет, скорее Блин, я всего. так счастлива. Ребят, ну вот эти пасты, они Попробуем топовые за вторую. топ. И вот это интересно. Ну ладно, я вот это не пробовала, а вот это мы пробовали. Мы за неделю ее сожрали. Даже меньше. Я купила во вторник, и уже к пятнице не было. У меня сегодня послабление режима, и мы не могли не зайти в Бедронку, не купить наше любимое мороженое. Вот именно в этих коробочках Марлетта, именно вот с 175 грамм. овощевыми... 175 грамм. Именно с ягодками. Он такой кисло-сладкий, вообще потрясающий. Взяли. Хотели немножко добавить про то, как именно мы делали приглашение. Они уже в Беларуси, поэтому все пока более-менее удачно. Но помимо приглашения все-таки нужно еще подать на визу, что оказалось самое сложное. Ну, само приглашение это 10% всего процесса. Угу. Но насчет нужных документов, ну, во-первых, приглашение воевудское может сделать только гражданин, либо Сталый побыт, со чтобы сталым был. побытом Мгм. человек. Мы нашли такого Человека, да. удачного с гражданством человека, который согласился нам помочь. Угу. Там, в принципе, нужно собрать пакет документов, в основном подтверждающих твои финансовые способности и место проживания для приглашаемых людей. Вот можно на любом сайте найти, либо у Жонда, либо там сайте, где консультируют по всяким этим приглашениям. Короче, сумма на приглашаемого в месяц должна быть в районе там 500 злотых. И плюс нужно предоставить документы, что им будет где жить, если ты, ну, как приглашающий, предоставляешь им свое жилье. То есть при владении квартирой нужно делать выписку из Ксении чистой. Если ты снимаешь, то нужно какое-то позволение от хозяина получать. Угу. Ну, как это делать, не знаем. Наш человек имеет С квартиры. Наш человек имеет и квартиру, и машину. Девчонки свободные и злодії. Дадим рекламу, як найбарді. Получается, подтверждение финансовых возможностей — это выписка из банка, там какая-то обязательно. Ну, в нашем случае оказалось, что обязательно с такой мокрой печатью надо идти в отделение. И, по-моему, еще справку с работы он тоже делал. Короче, это все нужно было. Хотя, насколько я помню, в списке документов там немножко не так. Ну, плюс надо заполнить сами внески, приложить копии паспортов приглашаемых. Ну, внески я заполнял сам. Угу. Самое сложное было это подача. У нас в Лоди это делается только в одном окошке, не каждый день, пару часов в день. Там очереди по 50 человек. Короче, сама подача заняла, наверное, месяц. Да. Еще пани И- там такая а была потом- милая. Потом пришлось переделывать Угу. справку из банка и выписку насчет квартиры. Это еще заняло там недели-две. Ну, мы реально прям долго подождали. Сначала мы подождали 2 недели и уже звонили, чтобы узнать результат. Мы отнесли документы, звонили, чтобы узнать результат. Нам сказали, у вас не те документы. То есть они раньше не могли это сказать. Они на последний Но день последний день рассмотрения только открыли, документы. да. И потом еще где-то неделю, неделю-полторы человечек решал вопрос, как там, какие документы именно найти на квартиру. Это тоже не так. Это не просто они лежат в документах, он где-то их запрашивал в банке. Это все Но- платно. И все это платно. Короче, пока это все дождался, потом пока дозвонился к этой тете Моти, которая ведет все эти дела, и она была супер немилая. Знаете, он хотел конкретно узнать, что именно ему нужно, потому что конкретно никто не говорит. И он позвонил, еще раз узнал, потом еще раз. Короче, там еще все так это отвечалось. Долго это откладывалось. В итоге все отнесли, нам дали, согласие, дали Да, нам. ну и за саму подачу, кстати, еще по 27 злотых, с приглашаемого, за один внес. Мгм. И, насколько я знаю, подача вот на приглашение, чтобы прийти в Ужонт, оно обстоит по-разному в разных воеводствах. У нас вот живая очередь в одно окошко, где-то есть слоты на запись. То есть тоже надо узнавать конкретно в своем Да, это вот городе. то, что у нас было. Ну и дальше, ребят, мы проходим вот этот ад с визой. Это уже Сашка расскажешь, потому что он просыпается каждые 5 утра. Запись в визовые центры стала невозможной самостоятельно в Беларуси. Это очень сложно даже через ботов и очень дорого.
Это просто ты играешь в лотерею, в которой шанс победить меньше, чем в настоящей лотерее денежной. Люди месяцами, вот даже то, что они через каких-то посредников с ботами, они месяцами могут ловить дату. А у нас самый сложный случай. У нас Шенген, и только в Гродно можно податься. Пока что. То есть туда вся Беларусь Вся Беларусь идёт, туда ну. подается. Ну, вот так. Ну и поэтому, Сашка, мы тоже через... Как это? Через фирму, все-таки это не фирма, а Ну, человек, который занимается, который, да. записью. И там у него 200 с чем-то клиентов, Мгм. которые вот каждый день встают с утра, генерируют какие-то коды коды, подтверждения да. из банка. И это в итоге при выигранном слоте это еще и стоит 500 рублей белорусских. М. Это 700 злотых. Одно радует, что у тебя при выигранном. Ну да. Если не заранее. Но есть какие-то агентства, которые... И это с предоплату берут. человека, ребят, это с человека. А не за двоих, У там, нас за уже троих. времени немного, Мгм. и самое сложное... Мы даже не знаем, ситуация. успеем ли мы... Успеем ли мы успеть первых родителей Почти 2 месяца пригласить. осталось еще. Ну, Ну, у нас хорошие, как бы, надежды на лучшее, на будущее. Мы оптимисты. Поэтому надеемся, что все получится. В один из дней Сашке удастся выиграть эту дату. И родители спокойно пойдут, подадут документы. и будут сутки стоять на границе. Знаете, как сказал мой папа, это все равно лучше, чем вот эти справки всякие брать, страховки вот эти, куда-то ходить. Говорит, я лучше на границе посижу. Так что сложно переехать. Ну так потом он увидит детей, поэтому ему пофиг. Ну, понятно, Посижу ну, на просто границе, да. как мы не ценили раньше визы. Да, не Было легко говорить. получать. Мы сейчас, Саша, 2 часа на вспоминаем. границе Да. мы уже жаловались. Мы думали, капец, 2 часа на границе стояли, там посмотрят, там проверят. Ну мы вообще офигевшие. А сейчас думаю, да блин, супер времена были, да? 60 или там 80 евро и файне Всё элегантскую. будет. И Ну, записаться можно было, вот просто да. открыл с утра, записался. Все. Чупсик уже Пора идти. требует. 5 минут, скажи, на одном месте я не выдержу. Да, Чупсик, давайте уже гулять пойдем. Все, идем. Посидели. Ну и будем, наверное, прощаться. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Да. Держите за нас и за Верим в наших удачу. родителей. Кулачки, крестики там и так далее. И говорим вам что, пока-пока. Пока.